Все, мяско готово. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Значит, многие, человек уже, наверное, 5-6 меня спрашивали, а как сделать шашлык из говядины? И покажи нам шашлык из говядины. Ребята, вот у нас говядина, и сегодня я попытаюсь вам показать шашлык, который я обычно делаю из говядины. Значит, говядина, вы сами понимаете, это не баранина. И к нему так просто не подойдешь. Здесь нужен обязательно маринад и довольно-таки длительный. Если это у вас не какое-то не специальное там супер выдержанное мясо и так далее, а простая коровка травяного откорма, то маринад требуется обязательно. Лучший кусок, я считаю, для шашлыка из говядины, это вот это седло, то есть поясница коровки. Сейчас мы отделим вот этот кусок мяса от ребер, нарежем его, замаринуем и через 3 суток будем делать шашлык. Только так, по-другому не советую. Чуть-чуть мясо обработаем. Жир этот снимать мы не будем, он останется на мясе. Чуть-чуть, где можно, пленочки и лишние какие-то кусочки отрежем, и все. Вот об этом куске я и говорил, друзья. Это самая лучшая часть. Опять-таки, это мое мнение. Для шашлыка из говядины. Спинка. Вернее, седло. Поясница. А это пойдет на бульоны. Друзья, теперь нарезаем на куски. Нарезаем куски не тонкие. Сантиметра 3. Вот так. Друзья, для маринада нам понадобится всего лишь несколько вещей. Это лук, который мы нарезаем полукольцами. Значит, лук наш сначала укладываем на дно. Делаем такую подушечку. Так. Теперь идет наше мясо. Вот красивые кусочки. Пересыпаем лучком. Лук. Значит, обычно в этот маринад мы добавляем чабрец. Но сегодня я решил отойти от правил и добавить немножко розмарина, друзья. Вот буквально одну вот такую веточку. То есть, чтобы не переборщить, розмарин у нас очень сильный. Очень яркий вкус имеет и запах. И за это много делать его не буду. Лимоны. Я думаю, 2 лимона будет достаточно. Выжимаем сок лимонов. Теперь хорошенько поперчим черным перцем. И зальем все это дело
растительным маслом. Потому что масло у нас проводник специй. Оно помогает специям проникнуть внутрь и тем самым замариноваться быстрее. Теперь вот так все перемешаем, друзья. А мясо хорошее, посмотрите. Прожилки какие. Жира. Почти мраморное. Хорошенько перемешаем. Ну и, конечно же, не солим. Да, это уже всем понятно. Значит, закрываем крышкой. Вот так утрамбуем. Пусть она все пропитывается, все это дело. Закрываем крышкой, друзья. Убираем в холодильник на 3 суток. Но в день 1 или 2 раза хотя бы нужно мясо перемешивать. Все, друзья, увидимся через 3 дня. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Прошло 3 суток. Наше мясо, наша говядина отстоялась, замариновалась. В общем, она сейчас супер. Перемешаем мясо, чтобы оно хорошенько просолилось равномерно. Цвет, видите, меняется уже. Уже оно более готовое, так скажем. Друзья, пусть минут 15 постоит, просолится хорошенько, а мы займемся гарниром. Друзья, на гарнир у нас сегодня картошка, приготовленная по мексиканской системе. Ну и помидорчики. Мексиканско-азербайджанская система. Тоненько нарежем курдюк, друзья, пластинками. Вот такими. Вот у нас столько, сколько здесь, 15-16 пластинок. Поехали дальше. Так, это у нас красный острый перец. То есть мексиканская составляющая этого блюда. Она будет у нас очень острая. Надо вот так прилепить, друзья. Ветер все сдувает. И чуть-чуть моего любимого чабреца. Совсем немножко. Все, а теперь собираем, друзья. Вот так, крышечкой. Нанизываем на шомпур. Вот первый. Это гарнирчик. Теперь обернем фольгу.
Все. Теперь мясо. Значит, очищаем его от лука, от всех этих трав, ненужных уже нам. Все равно они все свои ароматы в мясо уже отдали. Нам уже нужно только мясо. И нанизываем. Друзья, вот в этой части, где у нас слой жира идет, там обязательно бывает пленка. Чтобы она не стягивала мясо во время жарки, нужно сделать вот такие надрезы. 2-3 надреза. То есть уже мясо не будет стягиваться. Друзья, картошку уже можно класть. Пусть уже начинает готовиться. Время мяса, друзья. Кладем его. Друзья, вот говядина, она не всегда такой сочной бывает. Посмотрите, как она шипит на ней, вот эта влага, жир. Это, во-первых, мясо неплохое. А во-вторых, я нарезал неплохо, знаете, вот не тонко. Если тонко нарезаешь, она подсыхает. А вот так вся вот эта влага остается в мясе. То есть как стейк, да, получается. Так, уже готово, друзья. Эти снимем. Так, эти два тоже дошли. Вот они какие аппетитные. Так, это самый толстый кусок. Давайте его тоже проверим на разрез. Вот нормальный. Чуть-чуть там розовенькое внутри, как раз как стейк. Супер. Все, снимаем. Все. Мяско готово. Друзья, выглядит очень аппетитно. Надо откусить. Смотрите. Вот эти 3 суток маринования свое дело сделали. Супер, друзья. Мясо очень нежное. Маринад здорово повлиял. Помидорчики тоже дошли. Так, как там наша картошка? По-моему, она тоже готова. Ее не проверишь, но наверняка готова. Сейчас посмотрим, что у нас там с картошкой, друзья. Вот. Вот он результат. Вот такая картошечка. Ну вот она с курдючком распарился хорошо. Попробуем.
Друзья, картошечка тоже супер вышла. В принципе, как и задумывалось. Остренькая, соленая. В общем, все как надо. Еще раз мясо откушу. Очень приятный вкус. Друзья, в общем, это видео было посвящено тому, как приготовить шашлык из говядины. И вот так, два таких вывода. Опять-таки, это мое мнение. Лучше всего мясо брать именно ту часть, которую я сказал. То есть это поясничная часть. Нарезать вот так не очень тонко и мариновать 2-3 суток, не меньше. Ну, результатом вы будете довольны. Очень вкусно, сочно. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания.